Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам самых свежих новинок в масштабе 1 к 43, а также продолжаем серию видеороликов, посвященных американским сидельным тягачам. Я большой поклонник подобной техники, стараюсь не пропускать самые свежие новинки от IXO Models, и у IXO помимо американских грузовиков также довольно большое собрание импортной техники, европейские грузовики, как современные, так и более ранние, но эти модели для меня не представляют большого интереса, а именно американская техника, скажем так, идет вне очереди. Поэтому сегодня я вам покажу довольно необычный двухосный бескапотный сидельный тягач GMC 950. И, конечно, если рассматривать старые американские бескапотники, то это не совсем бескапотный грузовик в современном понимании. Все же у этого грузовика присутствует небольшой капот, и эти машины именуются как Cab Over Engine, то есть кабина находится над двигателем. И впоследствии американские грузовики изменили свой дизайн. Если смотреть на технику 70-х, 80-х годов, то ее можно уже назвать традиционным бескапотным тягачом. И это довольно крупная масштабная копия. Когда я увидел ее на фотографиях в интернете, мне казалось, что это относительно небольшой грузовичок, что-то наподобие ГАЗ-51. Но эта модель покрупнее, и по размеру она примерно как 130-й ЗИЛ. И также для сравнения я вам приготовил еще один бескапотник от IXO Models, который мы сравним с данным грузовиком, посмотрим, чем отличаются друг от друга модели в плане проработки, и также можете в комментариях написать, какая модель вам понравится больше всего. Если говорить о подобном GMC Co., то такая модель помимо 43-го масштаба выпускалась также в масштабе 1 к 25. Модель поставлялась в комплекте с полуприцепом, и эту масштабную копию изготавливал американский бренд ERTL. Машина довольно старая, уже снята с производства. И также такой грузовичок в меньшем масштабе 1 к 64 выпускался под брендом Neoscale Models. Если будет много желающих, на эту модель я могу сделать детальный видеообзор. И давайте сделаем так. Наберется 300 лайков, сделаю на эту модель обзор вне очереди. И эта машина отличается по дизайну от варианта IXO. У нее другие колесные диски, другое оформление передней части и другая схема окраски. И похожий GMC также выходил в рамках европейской журнальной серии, посвященной американским сидельным тягачам. Там модель поставлялась в комплекте с полуприцепом для перевозки автомобилей, и машина копировала конкретный прототип в бежевом цвете. Но те модели встречаются только на аукционах, на них довольно высокая цена, и нету смысла переплачивать за журнальный вариант, когда можно приобрести более качественную модель в коробочке IXO. Единственный момент, тут продается только сидельный тягач без полуприцепа, но я думаю, рано или поздно у IXO появится и комплект вместе с полуприцепом, тогда можно будет рассмотреть его к приобретению. И у этой модели довольно компактная коробка, она меньше, чем у более крупных грузовиков в 43-м масштабе. И на нижней стороне упаковки можно ознакомиться с различной информацией, которая касается данного бренда. Указан их официальный сайт, также написано, что эти модели изготовлены в Бангладеше. И если смотреть на последнюю продукцию IXO Models, то у них очень хорошее качество покраски и сборки. Нету видимых пятнышек клея, встречаются криво установленные детали, но ничего критичного, как на костромских изделиях Автоистория и Start-Skill Models. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. Указан прототип GMC 950 Co. и модель копирует прототип 1954 года. Естественно, эти модели изготовлены по лицензии GM. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный сидельный тягач поближе. И также я приготовил пару полуприцепов, правда, отечественного производства, потому что у меня нету подходящего полуприцепа именно под данный сидельный тягач. Примерял другие крупные полуприцепы, как от IXO, так и от других брендов, но они не очень хорошо смотрятся с данным сидельным тягачом. И именно этот тягач я вижу с двухосным полуприцепом, и, возможно, тот вариант, который вышел в рамках журнальной серии, наиболее подходящий. Именно автовоз можно
для декора установить старые американские автомобили, и получится очень красивая сцепка. И тут интересный окрас, темно-бордовый низ, желтый верх, вполне хорошее сочетание цветов. Если вы посмотрите, плашка интерьера сделана из черного пластика, но тем не менее нанесены небольшие приборы на торпедо, и эти элементы нанесены методом тампопечати. Пластиковые ножки зеркал заднего вида, также наклеена самоклеющаяся фольга, имитирующая зеркальце, присутствует небольшая горловина топливного бака, это пластиковая деталь, дверные ручки просто обозначили серебристой краской. Можно было сделать детали и из пластика, но почему-то в этом случае Иксо решил сэкономить. Также мне не очень понравилось, как тут сделаны габаритные огни на крыше, тоже обозначены просто серебристой краской, лампочки выделены оранжевым цветом. Эти детали можно было сделать и в хроме в виде пластиковых элементов, но опять же не стоит забывать, что эта модель изначально была заточена под журнальную серию. Вполне хорошо смотрится светотехника, но вид портят черные точки. И в 2021 году уже нужно научиться делать более качественную светотехнику. Посмотрите, присутствуют рассеиватели, но почему нельзя сделать линзу фары более правдоподобно? Также установлены поворотники в виде прозрачных элементов, и у этой модели присутствуют черные регистрационные номерные знаки. Понравилось, как сделали облицовку радиатора, сквозные отверстия, она смотрится очень эффектно, и также серебристой краской выделили буквы GMC. Дворники у этого автомобиля из фототравления, вполне хорошие колесные диски со сквозными отверстиями, и колесные диски окрашены в цвет кабины грузовика, а покрышки, конечно, по-хорошему нужно менять. Правда, никто из производителей не предлагает качественную резину под американские грузовые автомобили. Можно поискать какие-то покрышки от Maestro Models, у них была резина для КАМАЗа без маркировки, но я думаю, по протектору эта резина не очень походит на американские покрышки тех лет, поэтому пока что у меня этот грузовик будет на родных колесах. Также не очень понравилось то, что на топливных баках на самом видном месте проходит шов от стыкуемых деталей. Его можно было сделать и в другом месте, чтобы это не бросалось в глаза, и такое решение мне напоминает костромские изделия от Автоистории, когда там тоже на цистернах, на топливных баках в самом видном месте идет некрасивый шов. Также присутствует площадка для водителя, это деталь из пластика, и на некоторых моделях Иксо этот элемент делается из фототравления. И еще один нюанс, который мне не нравится на моделях от Иксо и который кочует от модели к модели, это крепление кабины. И почему нельзя было спрятать крепежный элемент где-то в нижней части, чтобы он не портил вид задней стенки. Также у модели рабочее седло, правда в седле большое отверстие. Хорошо смотрятся задние фонари, это прозрачные детали, а почему-то катафоты нанесли просто красной краской. Опять сэкономили, можно было их сделать тоже более изящно. И вот так выглядит грузовик с другого ракурса. И давайте открутим модель от подставки, посмотрим, как она сделана снизу. И проработка ходовой части – это не самый сильный момент в продукции Иксо Models, но тем не менее за эту цену лучшего ожидать и не стоит. И немаловажный момент то, что рамы у модели от Иксо изготовлены из металла. Например, если мы возьмем костромские изделия из того же ценового сегмента, то там преимущественно рама будет из пластика. В этом ничего плохого нет, но опять же пластик более хрупкий материал, и когда мы говорим о тяжелых моделях, то зачастую
он не обладает достаточной жесткостью. Вот так выглядит нижняя часть. Изображено все очень условно, но тем не менее более-менее похоже на настоящую ходовую часть данного грузовика. И давайте примерим, как с этим сидельным тягачом будут смотреться различные одноосные полуприцепы. Первый полуприцеп для перевозки сыпучих грузов. Конечно, это не американский полуприцеп, но, повторюсь, у меня других в коллекции нет. И получается довольно необычная сцепка. И, скорее всего, этот полуприцеп не очень подходит к данному сидельному тягачу, потому что он намного уже, чем борта полуприцепа. И также можно прикинуть, как с этим тягачом будет смотреться обычный бортовой полуприцеп. Я думаю, более хорошее решение. И, кстати, вот с таким полуприцепом грузовичок смотрится более симпатично. Хотя тоже это немножко крупный полуприцеп для данного сидельного тягача. И, возможно, сюда лучше подойдет полуприцеп ADAS, если вы хотите делать фантазийные сцепки. Но, повторюсь, лучше искать полуприцеп, выходивший в рамках журнальной серии, если вы найдете его отдельно в продаже. И также для сравнения могу вам мельком показать еще один сидельный тягач International Harvester, который выходил у IXO несколько месяцев ранее. И эта модель отлично сочетается со вторым грузовиком на вашей полке. И, конечно, GMC намного мельче, чем International Harvester. Во-первых, это трехосный грузовой автомобиль, а во-вторых, он крупнее и рассчитан на перевозку более массивных грузов. Вот такая замечательная модель, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный сидельный тягач, хотите ли вы увидеть еще видеообзоры на сидельные тягачи от бренда IXO Models. Не забывайте поддержать видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!